Юля нас записала к врачу. Сейчас пойдем. Да, Васька? Кровь сейчас тебя возьму. На беговую дорожку поставить. Василина. Познакомить хочу вас с Юлей. Юля наш проводник тут в Трабзоне. Юля сейчас нам расскажет. Мы сейчас находимся в Караденис Technical Hospital, больница Караденисского региона. Одна из самых больших и популярных в Турции. Она всегда Государственная. входит, государственная, именно, да, уточним, государственная. И она всегда входит в пятерку первых по всей стране. То есть с населением 90 миллионов она всегда входит в пятерку лучше. Здесь работают самые квалифицированные специалисты, именно профессора. За помощью сюда обращаются люди не только граждане Турции, но и иностранные граждане, потому что действительно оказывается квалифицированная помощь, и люди себя чувствуют реально гораздо лучше. Проверим сегодня это. На вахтанга будем эксперименты ставить. Сумочку. Так что... Снимайте майку, снимайте ботинки, носки чуть-чуть спускайтесь и ложитесь прямо на это. Ну пойдем, расскажешь мне дальше историю своего. Интересно. Ну все, мы сдали все. Рентген. Планируете отпуск в Батуми? Добро пожаловать в наши апартаменты. Отличные светлые студии, двухкомнатные, трехкомнатные апартаменты в апарт-отеле Орби Сити. Апартаменты премиум-класса с шикарным видом на море. Двухспальные кровати размера King Size, ортопедические матрасы, номера, укомплектованные бытовой техникой, интернет, телевидение, электричество и вода входят в суточную арендную плату. Апартаменты сдаются посуточно и по договоренности можем сдать вам и на долгий срок. По ценам и возможностям бронирования обращайтесь к нам в WhatsApp. При броне любых наших апартаментов от 5 суток вы получаете в подарок трансфер из аэропорта Батуми, скидку 20% на все наши экскурсии по Аджарии и, конечно же, комплимент от Василины и Вахтанга – бутылка грузинского вина. Ждем вас в гостеприимной Грузии! Ben Gürcü vatandaş. Eşi Rusya. Şöyle. Tansiyonu güzel. Bakın. Güzel, да? Sırtını bir açacak şimdi. Ложитесь, пожалуйста, на подушечку и голову поворачивайте к стене. Başını böyle çevir. То есть неплохо, он говорит, так как я объясняла сразу, то есть что вы пережили до этого, да, то есть какой-то был... Vaktan kuvars. Кварцал. По всему, говорит, я ожидал худшего. То есть по состоянию всех органов, на первый взгляд, все достаточно в хорошем состоянии. Кардиограмма хорошая. Давление просто в космос сейчас. DHG'si хороший. Ты же мой хороший. Tansiyon şimdi güzel çıktı. Nичего не надо делать, ну все Yani отлично. saat sonra kötü mü olur? Курить надо. Вы Курить давление не надо. меряете дома? Нет, редко. Tansiyon bile şeyinin ölçemiyor. Но пока, говорит, не вижу ничего пока серьезного, но покажет УЗИ сердца именно, посмотрим, сделаем очень... Значит, Мустафа Gökçe, врач во всем регионе очень известный. Постоянно выходят с ним какие-то интервью, какие-то статьи в газете, потому что то он помог одному, то он спас второго, то есть какие-то благодарственные постоянно какие-то статьи. В общем, к самому лучшему врачу-то нас записала. Да, нам его посоветовали, я свою маму к нему привела 4 года назад, после того, как моя мама в Минске обошла всех профессоров, в столице Беларуси, обошла всех профессоров, и никто не мог найти, что с ней. То есть у нее точно такое же было, дыхание останавливается и чувствует себя плохо.
Вот, надежды у нас было совсем мало на то, что нам помогут здесь, но, слава богу, Хорошо сейчас чувствует себя? сейчас мама себя, да, очень хорошо чувствует. Юля вообще умничка просто. Нас везде сама все берет. Нам говорит, тут посидите, я туда схожу, туда зайду, все переводит. Выучила язык за 9 лет. Это ваши пробирочки. У них, видишь, тут конвейер У такой. них, во-первых, лаборатория здесь очень большая лаборатория. Все вообще анализы максимально 3 часа. 3 часа? 3 часа. Здесь у них большая, огромная лаборатория. Ему рентген будут делать легких, просветят, посмотрят, в каком состоянии легкие. Если есть какие-то проблемы с сердцем, то обязательно. Потому что все 80% лекарств сердечных цепляют вот эту нашу дыхательную систему. Поэтому нужно видеть, в каком она состоянии. Он буквально через минуту уже будет здесь. Алим! Все? Все, что ли? Да. Так быстро? 1 секунду? Очень, правда, быстро. Тут как бы оперативно. Вот те, кто приезжает, они, особенно после Грузии. Ну да, там все медленно, да и вообще и в России. Вы знаете, у вас... Такая большая парковка сделали недавно ее, да, Юль? Потому что реально очень большая эта больница. Так, ну что, мы пообедали. Сейчас мы едем обратно в клинику. Будем что делать, Юль? Мы едем обратно в клинику. Уже готовы результаты наших анализов, которые мы сдали ранее. После чего мы будем делать УЗИ сердца, обширное УЗИ. УЗИ нам будет делать сам профессор, который сейчас ведет нашего пациента. Вот В данный этого. момент это Вахтанг. Значит, после этого его поставят на тренажер специальный, подключат его к аппарату и будут наблюдать за тем, как его организм, как его вообще сердце и сосуды влияют на стрессовые ситуации, на движение и на усталость. Вот это все мы увидим, посмотрим. И пойдем забирать заключение к нашему врачу. То есть в каком Все состоянии очень наш- быстро. За 2 часа готовы результаты уже анализов. Быстренько вас, Юля, все, если вам понадобятся услуги обследования организма, всего организма в этом госпитале, вот, потому что это государственный госпиталь, как мы уже ранее сказали, вот мы можем вам дать контакт вот этого доброго человека. Да, госпиталь на самом деле очень большой. И что мы могли наблюдать? Полные вообще 4-уровневую подземную парковку, полностью фулл, то есть полностью забитую, потому что отсюда сюда приезжают люди, не только иностранцы, люди из деревень, гор, из соседних провинций приезжают сюда за помощью к этим специалистам. Вот. Давай по ценам еще расскажем. По ценам, значит, скажем так, на сегодняшний день к профессору, специалисту, именно профессору любого, в любой области стоимость 750 лир. На сегодняшний день по курсу доллара это составляет $45. Значит, это визит к нему. Если назначаются какие-то дополнительные анализы и еще какие-то области, которые нужно строить, то есть рентген и так далее, значит, примерно мы добавляем 1500-2000 лир. Максимально от профессора, если в одной области, $90 можно управиться Ну вот здесь. ты сказала, у нас где-то так и будет, да? Около Да, $90. У Вахтанга прям очень обширная, потому что у него будет обширная по сердцу, у него будет УЗИ, и вот этот тренажер, он очень такой, там минут, наверное, 40 его будут гонять по этому тренажеру, поэтому очень много аппаратов, поэтому он такой, наверное, самый... Поэтому самый мы его сейчас дорогостоящий. побрили, чтобы все к нему приклеилось. Да? Да, мы поэтому съездили к Берберу. Бербер здесь очистил ему его грудь, и сейчас мы будем дальше. Даже уши прочистил, чтобы я лучше слышал. Вот, поэтому, да, клиника по ценам, конечно, можно, вот именно я говорю, да, скажем так, от $70, потому что в любом случае любой врач назначает какие-то анализы, до $150. Это если несколько областей. Вахтанг
Чуть-чуть мы Проехали. проехала. Мы сейчас с вами здесь Парковочку. развернемся. И вот на этом разворачиваемся. А это что за здание, Юль? Это здание строят детский. Это будет детская больница. Именно с, как сказать, Вот это видно. с проживанием. С проживанием, это как у нас правильно называется, сейчас скажем. А вот амбулатория. сюда нам надо Да. было, да. Мы сейчас вон там вот есть есть здесь Ну, вот здесь точку, тоже. да? Юль, ну я же тоже хочу щитовидку, анализы сдать, потом женские гормоны вот эти. Женские гормоны. Значит, нам нужен какой врач? Нам нужен или эндокринолог, или нам нужен все-таки в область гинекологии нужно обращаться. Как вы? Мне кажется, и то, и другое. Я бы хотела гормоны сдать женские и проверить Женские. щитовидную железу и сахар. И общий клинический анализ крови. Клинический анализ. На такой запрос есть специалист, который называется здесь Ичда Хилие. Это доктор внутренних болезней, который именно просматривает ваш общий анализ крови и обязательно назначает. По анализу крови назначает вам уже дополнительно какие-то УЗИ печени, почек, щитовидной железы. Но если по крови ничего не показано, то в принципе УЗИ даже не назначают здесь. Вот. Плюс большой этой больницы в том, что у них пока на сегодняшний момент, говорю, все может измениться. Не будем говорить больших слов. На сегодняшний момент у них нет жадности в том, что вот пришел к нам иностранный пациент, значит, с него надо содрать максимально. Вот этого здесь вообще не наблюдается, слава богу. И вот это огромный плюс в этой больнице. Не назначают Надеюсь, что вам они- того, что не нужно, да. То, что не нужно, да, не назначают, поэтому, ну, конечно, есть еще я, который проверяет это все. То есть я в любом случае проверяю, потому что, ну, мне же тоже интересно, чтобы те, кто ко мне обратился за моей помощью, за моими услугами, остались довольны и могли меня тоже порекомендовать. Поэтому никаких лишних переплат. Наш девиз. Реанимация здесь не так, как у нас. Здесь очень быстро и все происходит очень быстро. Реанимация? То есть в любой частной клинике, неважно в какой, пациента доставляют без всяких... То есть если он транспортируемый, вы там стало плохо, вы можете его сами посадить в машину. Любая больница от любого дома, то есть в каждом районе есть больница. Не больше 5 минут. Неважно какой ты национальности. Неважно. Вас привозят и первую помощь сразу оказывают. Если вам дальнейшее нужно что-то, то уже идет диалог с родственниками. Вы будете продолжать здесь. Или если это очень тяжелый больной, в любом случае, если это тяжелый, все равно отправляют вот сюда. То есть все самые тяжелые больные едут сюда в факультет, называется. Если бы ты пошла сейчас сама записываться к этому профессору, ты Да, бы такую я бы же заплатила цену. 720 лир. А у То тебя есть за ВНЖ? его- Нет, у меня гражданство. То есть я как гражданин Турции за профессора оплачиваю точно так же, как оплачивает иностранный гражданин. Но все последующие вот эти анализы, УЗИ и так далее у меня было выписано. То есть я бы вышла сейчас, если бы мне нужно было к нему обратиться, с чеком в сумму 720 лир. То есть только за профессора. А уже иностранные, конечно, граждане, все остальные услуги в виде анализов, УЗИ и всех остальных осмотров, они оплачивают это дополнительно. Вот. Ты гражданство получала, ты как его получала, как здесь вообще с этим? В Турции очень просто. Очень просто. 4 года, и я была... Так, у нас здесь очень много людей, мы проходим с вами сюда. То есть экзамен по турецкому языку ты не сдавала, историю Турции? Нет, тут такого нету. Общение, диалог, знание, конечно, языка. С тобой разговаривают? Да, и все. И вас, ну, естественно, супруг у меня, ребенок уже был. То есть видно, что я не спекулировать приехала, поэтому 4 года я получила гражданство. Bizi yani sadece hasta. Sadece hasta yazacağım. Tamam. Все, Вахтанга забрали, нас туда не пускают. Давай, чем подержи. Нас туда не пускают. Здесь будем его ожидать. 40 минут, ты говоришь? Bakar mısın? Dünkü gibi aynı şekilde söyler misin hastaya? Belden yukarı çıkarsın. Göğsünde ağrı, nefes darlığı olunca bana söylesin. Başka bir şey yok. Окей. Вы снимаете сейчас цепочку, очки, майку и обувь. Носки снимать лучше не снимать, потому что ноги будут скользить. Вас поставят на аппарат. Он будет постоянно увеличивать скорость.
когда вам будет тяжело дышать, вы ему говорите, делаете какое-то ему движение, что нужно остановить. Вот. Он будет постепенно смотреть уровень, как реагирует ваше сердце на нагрузку. Вот. Цепочку снимай, часы снимай. Да, да. И цепочку снимайте, потому что будут приклеивать вас. Все, счастливо. Экрис по стрессу, тестовый рапорт. Экрис по стрессовым ситуациям. Ты прошел стрессовую ситуацию. Теперь выдержать можно сюда. 6. dakikada. Что случилось, что вы остановили на 6-й минуте тренажер? Вот в этих местах тяжело стало в ногах. Ayaklar diyor çok ağır hissettim. Bunda bir sıkıntı yok. 6 dakika ama tam yeterli değil. Bunda da bir sıkıntı yok. Öyle mi? Tansiyon da güzel mi yani? 114-70. Tansiyon da güzel. Сердечко. 2 года. Раз, 2 года. Обследование проходить. Кто такой УЗИ? Он говорит, УЗИ, неважно. Всего раз в 2 года? Всего лишь раз в 2 года. Просто держать на контроле, чтобы, не дай бог, не было какого-то, если что-то, какие-то изменения. Да, значит, это первое. Второе, говорит, на сегодняшний момент у него давление очень хорошее. Но как он себя ведет в повседневной жизни, то есть в обычной там стрессовой, в обычной рабочей жизни, он дал вам вот этот график и очень попросил, чтобы вы померили давление. У вас есть прибор? Нету, да? Да, есть. Есть? Вот это давление, я вам объясню. Утром и вечером. Вести замерять. дневник замера, да? Вести дневник замера буквально 10 дней. И сбросить по WhatsApp. Ему, да? Да, вы мне сбросите, я заброшу ему. И он посмотрит, как вообще, то есть правильно ли он сделал то, что он Вахтангу вообще ничего не назначил. Но что он назначил, это дал нам с собой диету, которую я вам переведу и дам в руки. Вахтанг очень много кушает мяса, что говорит нам показатель урлик-асид. Очень много мяса. Он говорит, чуть-чуть меньше или заменять больше белым мясом, Белым, куриным да. или индюшкой. Индюшка, ага. Он, скорее всего, больше кушает Свинину, говядину. говядину. Свинину, да. Вот. Сейчас мы сюда закроем наше дело, и я вам расскажу дальше. Хорошо. Evet. Вартхая. Вартхава. Вартхава. У меня получается, по-моему. Сегодня в Турции, как оказалось, среди работников Министерства здравоохранения большая забастовка. Значит, забастовка чему посвящена? На прошлой неделе был избит доктор прямо на рабочем месте. Избит? Вот, избит, да, своим пациентом. Вот. Подробностей не знаю, поэтому не буду привирать эту историю. К сожалению, только слышала отголоски. Но так как турки народ горячий, у них это часто очень происходит, вот такие, особенно потасовки у тех турков, которые не совсем, ну, давайте скажем так прямо, необразованные, недалекие и очень горячие. В прошлом году была очень резонансная история, когда женщина пришла на прием к эндокринологу с жалобами на ее высыпало по всему телу, вот, и повышенная лохматость, как говорится. Лохматость повышенная, очень повышенная, поэтому женщина обратилась к врачу. Естественно, она была закрытая, врач попросил ее осмотреть. Значит, когда стал ее осматривал ее ноги, ворвался муж и избил этого врача. Сказал, как ты смеешь смотреть ноги моей жены? Ну так чего ж вы тогда пришли ко мне? Говорит, ну я... Вот, он его избил там просто до такого этого, пока не стали оттягивать. Так что таких случаев очень много. То есть женщина приходит на прием, следом залетает какой-то вообще непонятно откуда муж и начинает Избивать расправу. врача, да? Чего вы смотрите на мою жену? Почему ты смотришь, кто ты такой? Ну, в общем, это, к сожалению, такие случаи. Значит, наша цена составила 1794. Yabancı hasta çıkmadı mı? 204 05 42. Мы же картой будем, да, картой?
Biz kartla ödeyeceğiz. Юля впереди. Наш проводник в Трабзоне. Ребят, ну вот все, мы приехали в аптеку. Юля нам тут все помогла. Мы купили витамины женские, я купила для себя. Вахтангу выписали, тоже врач выписал. Для волос, для глаз, для ногтей. Такой комплекс витамин еще. В общем, будем здоровы, да, Юль? Да, да, дай бог, конечно. Вот она, Слава к нам пришла. Видите, ребят? Подписчики в Трабзоне нас уже находят, подходят и здороваются. Ну, я надеюсь, в Батуми тоже увижу вас. Вот спасибо большое. Не ожидал. Я думал, с Беларуси. О, еще одна. Да? Я тоже из Минска. Я с Полоцка. Правда? Что вы здесь делаете? Ну как, что отдыхаю. Вы молодцы, правильно, вы хорошее место Потом выбрали. в Грузию собираюсь. Правильно. Приезжайте. Это для меня Грузия второй дом. Четвертый Супер. раз уже. Здесь второй Супер. раз. Беларус'tan. Anladım. Süper. Neyden Вообще. sonra geldin dedi? Papom dedi bir şey dedi ama. Sonra Gürcistan'a gidiyorum. Herkes bu yana şimdi. Aynen. Я так понимаю, сегодня будет у вас видео в Ютубе свежее. Нет, сегодня А не когда? успеваем, мы в дороге еще. Gürcü sürekli sizi takip ediyorum yani. Но я буду ждать видео новые. Хорошо. Вы в Батуми Да. что-нибудь снимайте тоже. Да, да, вот увидите Красиво. себя на канале. Супер. Спасибо вам. Удачи. До свидания, счастливо. Ну как, ребята, вы действительно очень популярные ребята. Это мы так попросили одного знакомого. Я подошел так. Нет, нет, у него прям глаза были такие, он такой счастливый, не ожидал он вас здесь увидеть. Значит, эта аптека находится возле частной клиники «Империал», довольно-таки которой мы были, известной, да. да, в которой мы сейчас были. В аптеке нам сделали здесь скидку очень хорошую. Вот за все лекарства с витаминами, с антибиотиками, для друзей, для родителей, все, что закупили Василина с Вахтангом, мы отдали 750 лир, то есть $45. Если Вот. бы мы в обычной аптеке проходили без вот... Без Зна- нашего знакомого, да, ну, в районе где-то 350 лир, 300-350 лир мы сейчас Сэкономили. сэкономили. То есть 20-30%. Где-то 20-30% он всегда сбрасывает, Но да, и потому что... учитывать еще то, что нужно, допустим, эти же лекарства сколько стоят в Грузии. И вообще на сайтах. То есть разница очень большая. Действительно большая разница, поэтому все едут. Вот даже если мы сейчас можем наблюдать картину, аптека полна просто граждан Грузии, и они все закупают всегда витамины для родных, для соседей, то есть стараются всегда все взять здесь, потому что действительно пока на сегодняшний момент нужно ловить этот момент. Турция сейчас, как японский базар, здесь очень дешево для иностранных и качество. граждан. То есть европейские... Качество, что касается лекарств, в Турции карается очень-очень тяжелым законом, то есть отрубают руки, если идет подделка лекарств. Это вообще нереально просто. Действительно, это очень серьезная, самая серьезная, наверное, тема, что касается подделки лекарств, медикаментов. Поэтому в Турции очень качественные лекарства. Это действительно так, это можно прочитать на любых браузерах, на любых отзывиках, потому что действительно это так. Все, пойдем в машину тогда. Потом посмотрим. Так, ребят, ну все, мы закончили свой медицинский тур в сопровождении Юлечки. Да, слава богу. И, Юль, давай тогда расскажем нашим подписчикам, которые заинтересуются медицинским обследованием в Трабзоне, какие услуги ты оказываешь и вообще дополнительно, какие еще, что ты оказываешь, вот как нам. Мы сейчас приехали, у нас последняя точка, сейчас мы закупаемся, шопинг в форуме в торговом центре. Юля нас сопровождает везде и всюду, мы за ней как хвостики, поэтому огромная тебе благодарность вообще за эти 2 дня. Вот, ну и скажи подписчикам, что ты оказываешь, какие услуги, чтобы мы к тебе направляли людей.
Значит, по поводу моих услуг. Мои услуги заключаются вообще в полном сопровождении здесь, в Турции, в частности в Трабзоне. Если нужно сопроводить за пределы Трабзона, точно так же можно индивидуально разговаривать. Что касается медицины, мы уже здесь говорили, что здесь гораздо дешевле и очень квалифицированные высокие специалисты. Поэтому я утром встречаю, допустим, записываю вас изначально к тому специалисту, которому вам нужно, предлагаю вам несколько специалистов на выбор. Вы выбираете уже, это будет частная клиника или это будет государственная клиника, именно не клиника государственная, а при университете исследовательский центр, госпиталь, да. Значит, мы идем туда с вами, я все время рядом, заходим к врачам, заходим на все анализы, значит, до тех пор, пока нас врач не выпустит уже с рецептом, с заключением, и мы идем в аптеку. Значит, мы пришли в аптеку, все лекарства я расписываю, рассказываю там все, что нужно. Значит, вот такой день полный, именно медицинский, это вот то, что я готова оказать, такие услуги. Ну давай на примере Вахтанга вот скажем по ценам, а там уже зависит от ситуации, какие, да? Да, зависит от ситуации, это от 800 турецких лир до 1000 лир сейчас. Именно я с такой ценой сейчас работаю, предлагаю свои услуги за такую цену. Это целый день. Если же нужно, мне нужно с тобой быть там, то есть мне нужно и за покупками, то есть и что-то увидеть, что-то покушать, что-то увидеть, какие-то традиционные, то есть у каждого разные предпочтения, вот, это оговаривается индивидуально, но скажу честно, я как бы свои стараюсь не выходить за какие-то рамки, то есть неприличных каких-то гонораров, поэтому 800 тысяч лир это целый день, если вот сопровождать, я говорю. То есть если это чисто только вот мы пошли поход к врачу, то можно обойтись в стоимостью 800 лир. Поэтому... Ну мы очень довольны. Вообще, мы с Юлей познакомились, нам ее тоже передали как из хороших рук в хорошие руки. Мы можем ее рекомендовать, потому что я люблю, когда все четко, по существу, структурировано, нету никакой вот этой размазанной информации. Все, пришли, сделали быстро, четко, все. Юль, ты молодец. Большая. Спасибо вам большое. Мы очень рады, что с тобой познакомились. Еще приедем за грибами. Юля сказала, что пойдем за грибами здесь. И потом обязательно подписывайтесь на наш канал. Что надо Вахтангу? Вахтангу стало уже жарко. Все, мы уже пошли. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, смотрите новые видео, жмите на колокольчик и ждите новое видео. Да. Пошли дальше. Всем привет огромный из Батуми. Вы давно мечтаете о Грузии? Планируете путешествия? Мы можем помочь вам и стать вашими проводниками в самые интересные уголки Грузии. Василина и Вахтанг приветствуют вас. С удовольствием проконсультируем вас по всем вопросам Грузии. Мы являемся учредителями агентства бизнес-туризма и недвижимости в Батуми. Мы познакомим вас с грузинскими традициями, вкуснейшей кухней, отвезем высоко в горы, откуда открывается невероятный вид, от которого у вас перехватит дыхание. Вы опьянеете от этой красоты и, конечно же, от грузинского домашнего вина. А потом мы поднимем самый главный тост за мир во всем мире. Будем много смеяться и плясать до упаду в национальных грузинских костюмах. И мы обещаем вам, что когда вы будете уезжать из Грузии, вы скажете: «Я обязательно сюда вернусь». А возможно и захотите приобрести инвестиционную недвижимость или даже переехать в Грузию жить.